Введение. 2. Есть и другое слово, один из краеугольных камней всего нравственного учения, по которому равно важно договориться, чтобы полностью понимать друг друга, потому что оно является, из-за отсутствия у него вполне определенного значения, предметом бесконечных прений, это слово «душа». Разногласие мнений по поводу природы души происходит от частичного применения, которое каждый дает этому слову. При языке совершенном, где каждая идея имела бы свое представительство, через посредство определенного ей слова можно было бы избежать многих споров. При одном слове на каждую вещь все могли бы без труда понять друг друга. Согласно одним, душа есть начало материальной органической жизни. Она ни в коей мере не имеет самобытия и прекращается вместе с жизнью. Это чистейший материализм. В этом смысле, сравнения ради, говорят они о разбитой скрипке, не издающей более музыкального звука, что у нее нет души. Согласно этому мнению, душа является неким следствием, а не причиной. Другие думают, будто душа есть разумное начало, вселенский деятель, частицу коего приемлет в себя каждое существо. Согласно им, во всей Вселенной есть якобы лишь одна душа, распределяющая искры своего огня среди различных разумных существ при их жизни. После же смерти всякая искра возвращается к общему источнику, в коем она сливается с единым целым, наподобие того, как ручьи и реки возвращаются в море, из которого они вышли. Это мнение отличается от предыдущего тем, что по этой гипотезе в нас есть еще нечто помимо материи, и что остается что-то и после смерти. Но это почти все равно, как если бы ничего и не оставалось, поскольку, не обладая более индивидуальностью, мы бы не имели более и самосознания. По этому мнению, вселенская душа была бы Богом, а всякое существо частицей божества. Это одна из разновидностей пантеизма. Наконец, согласно третьим, душа есть существо нравственное, отличное и независимое от материи, сохраняющее индивидуальность свою и после смерти. Такое понимание бесспорно является наиболее универсальным, потому что под тем названием или иным идея этого существа, переживающего тело, является инстинктивной верой, которая независима от уровня образования и встречается у всех народов, какой бы ни была степень их цивилизованности. Это учение, согласно которому душа есть причина, а не следствие, есть учение спиритуалистов. Не обсуждая достоинств этих мнений и принимая во внимание лишь терминологическую сторону предмета, мы скажем, что эти три употребления слова «душа» составляют три различных идеи, каждая из которых требует для своего выражения особого слова. Слово это имеет, стало быть, три значения, и каждая из них, со своей точки зрения, несет свой смысл в определении, им даваемом. Повинен значит язык, дающий лишь одно слово на три идеи. Чтобы избежать всякой двусмысленности, следовало бы ограничить значение слова «душа» одной из этих трех идей, выбор безразличен, главное в том, чтобы понимать друг друга, а это дело условности. Мы считаем более логичным принять это слово в его самом общеупотребительном значении. И поэтому душою мы называем нематериальное и индивидуальное существо, в нас находящееся и переживающее тело после его смерти. Будь даже существо это всего лишь плодом воображения, все равно для обозначения его потребовалось бы слово, коль скоро есть сама идея этого понятия. Из-за отсутствия особого слова для каждого из двух других понятий мы называем жизненным началом принцип материальной и органической жизни, каков бы ни был его источник, для всех живых существ, от растений до человека. Поскольку жизнь может существовать и при отсутствии мыслительной способности, то жизненное начало есть вещь от души, отличная и независимая. Слово «жизненность» не выразило бы этой же самой идеи. Для одних жизненное начало есть свойство материи, некое следствие, кое производится, когда материя находится в определенно данных обстоятельствах. Согласно другим, и это самая общая идея, оно заключается в неком особом флюиде, разлитом во всей Вселенной, и от коего всякое существо поглощает при жизни и усваивает себе некоторую часть, наподобие неживых тел, поглощающих свет. Это был бы тогда жизненный флюид, который,
согласно некоторым мнениям, есть не что иное, как электрический животный флюид, называемый также магнетическим флюидом, нервным флюидом. Как бы то ни было, есть факты, отрицать которые невозможно, ибо они являются результатом наблюдения. И это то, что органические существа содержат в себе некую внутреннюю силу, производящую явление жизни, покуда сила эта существует, что материальная жизнь обща для всех органических существ и независимо от ума и мысли, что ум и мысль суть способности, присущие некоторым родам органических существ. Наконец, что среди органических существ, одаренных умом и мыслью, есть такой род, который, одаренный особым нравственным чувством, дающим ему неоспоримое превосходство над другими, это род человеческий. Понятно, что при всей многозначности слова «душа» не исключает ни материализма, ни пантеизма. Сам спиритуалист может вполне понимать душу, согласно одному или другому из этих двух определений, без ущерба в отношении отдельного нематериального существа, которому он в таком случае даст какое-либо иное название. Таким образом, слово это не является носителем одного взгляда. Оно неуловимый и неопределенный символ, с которым каждый обходится по своему усмотрению. Отсюда исток такого множества нескончаемых споров. Путаницы можно было бы также избежать, если, пользуясь во всех трех случаях словом «душа», добавлять к нему определяющее его прилагательное, которое специализировало бы как точку зрения, с коей слово это рассматривают, так и употребление, ему даваемое. Тогда это родовое, корневое слово, представляющее одновременно принцип материальной жизни, ума и нравственного чувства, различалось бы, как различают, например, газы, добавляя к слову «газ» определительные слова «водород», «кислород» или «азот». Можно, стало быть, сказать, что самое лучшее определение – это жизненная душа для принципа материальной жизни, разумная душа для умственного принципа и спиритическая душа для принципа нашей индивидуальности после смерти. Как можно видеть, все это вопрос сугубо терминологический, хотя и очень важный, без знания его здесь нельзя понять друг друга. Согласно сему, жизненная душа обща всем органическим существам, растениям, животным и людям. Душа разумная была бы достоянием животных и людей, а душа спиритическая принадлежала бы одному человеку. Мы полагали, что нам должно тем более настаивать на этих объяснениях, что спиритическое учение, естественно, покоится на существовании в нас некоего существа, независимого от материи переживающего тела. Поскольку слово «душа» часто встречается в этом сочинении, было крайне важно определить тот смысл, который мы придаем ему, дабы избежать всякого превратного понимания. Перейдем теперь к главному предмету этого предварительного наставления.